Друзья, всем большой привет! И сегодня у меня необычный обзор. Я покажу вам чехлы для педикюрных кресел. Честно говоря, такой запрос у меня был уже давно. Сейчас появились разные такие обзоры от разных блогеров, и мне стало интересно, что это за чехлы такие, с чем их едят. И кроме того, вопрос именно того, чтобы вот сберечь рабочее место, он стоит остро. В общем, заказала на ВБ чехольчики, вот такие просто прозрачные, их несколько штучек в комплекте, то есть на педикюрное кресло это получается две секции, вот эти вот подножки поменьше и потом большие вот эти квадратики. Первым делом я пошла примерить их на основной подзал, и у нас там кресло не совсем той конфигурации, поэтому я перешла сразу же в обучающий класс. Там у нас другие кресла, и, честно говоря, защита им нужна намного больше, чем тем сереньким. Серенькие уже все выстояли, а вот к белым креслам, конечно, у меня вопрос. Очень не хочется их раньше времени перетягивать. В общем, пристроила их туда. И знаете, что прямо в рекомендации продавца написано, что для того, чтобы чехлы сели хорошо, их надо вот так вот прогреть феном. Ну и повыпендривать, что у нас Dyson есть. На самом деле я его у Лизы отобрала, говорю, дай-ка мне Dyson, я пойду посушу. Вот, и действительно прикольная такая штука, то есть я очень осторожно стала прогревать, я вообще боялась, что вдруг что-то с ним произойдет, но все-таки это же такой плотный, но полиэтилен. В общем, в итоге оказалось, что под воздействием тепла они хорошо прогреваются и очень классно распределяются по поверхности, и, конечно, это будет выглядеть эстетично, и это будет легче убирать. Хочу сказать, что чехлы там разных размеров есть, нужно ориентироваться на описание продавца, и также они, кстати, предлагают, если вдруг не подойдет размер на вот эти вот подлокотники, которые по бокам, то эти чехольчики можно использовать на подставку для маникюра. Интересный ход, я тоже обязательно попробую, но пока остро стоит вопрос именно педикюрных кресел, потому что, как вы видите, они белые, и иногда, знаете, бывает, что вот, отпечатки вот такие вот от джинсиков, от попы, от всего остального. В общем, это со мной случалось, и, честно говоря, перетяжка кресел удовольствие не дешевое, и да, мы стелим просто не одноразовые, мы все вот это вот делаем, но иногда бывает, что еще кожзам, вот этот, из которого сделано кресло, он вообще может на средства реагировать по-разному. Мы всякое наносим, всякие кератолитики, антисептики и прочие жидкости. В общем, для того, чтобы уберечь кресло дорогостоящее, естественно, оборудование, да, мы решили попробовать вот такой вариант. Я сначала заказала один на пробу, но теперь закажу еще два таких комплекта, потому что кресла у меня 3, а на подзал, на основной, я поищу, выберу там другой размер. В общем, какой у меня отзыв? Достаточно положительный, я считаю. В принципе, штука прикольная, прогревается, вот как видите, достаточно быстро, причем я там прям убавила мощность, постаралась поосторожнее и сильно долго тоже не нагревала. Но занятие очень такое умиротворяющее. Вот посмотрите, как выглядит сейчас разглаженный и не разглаженный вариант. Специально оставила вот такое вот сравнение. В общем, артикул, если что, будет в описании. Пользуйтесь!